Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Как говорят, обещать и любить ничего не стоит? Или обещанного 3 года ждут? А еще говорят, должок платежом красен. Обещал вам показать свою глинку в оригинальных упаковках. Мы даже проводили голосование. И поэтому сегодня усаживайтесь поудобнее. И мы будем смотреть мои сокровища. Я глинку просто обожаю. Это знают все мои подписчики, кто со мной с самого-самого начала. Мое первое видео было о глинке. Ну что же, начнем мы вот с этой более скромной коробочки, а потом перейдем к этой. Здесь просто сокровища. И здесь есть вся атрибуция. Не тянем время, драгоценную коробку в сторону. Есть вот такая вот коробочка и вот такая вот атрибуция. Сейчас я фокус наведу, чтобы вы все смогли прочесть. Здесь все прекрасно видно. Какой город. Я вот сейчас просто читать сразу не могу, потому что те очки, которые у меня на глазах, не позволяют. Но вы, я надеюсь, смогли прочесть, где и кем выпускались эти игрушки. Высоковская фабрика елочных украшений. Город Высоковск, Московская область. И больше, к сожалению, на этой коробке никаких отличительных знаков нет. Но мы догадываемся, что здесь, скорее всего, будет что? Будут сосульки. Посмотрим их быстро и потом перейдем к той другой волшебной коробке. Вата здесь не оригинальная, а размещается вот раз, два, три, четыре, пять вот таких вот сосулек. Все одинаковые по форме, как вы видите. Это вот такие или сосульки, или капельки. Каждый из нас, наверное, назовет это по-своему, в разном окрасе. Вот серебряная. Посмотрите, какая роскошь. Что такое глинка, что такое каустик. Я сегодня же расскажу. Там будут другие игрушки, на которых будет намного... Смотрите, как отражается в них все, как в зеркале. И я, и моя черная стена. Очень нежные игрушки. Вот такая вот прелесть в этой коробке. Хотя вот задаю себе вопрос, а возможно, что было здесь только 5 игрушек? Может быть, все-таки в этой коробке изначально было 6 таких роскошных сосулек. А теперь переходим к чуду. К чуду, просто чудо. Друзья, одну секундочку. Вот она, перед нами гордость моей коллекции. Елочные украшения. ММП РСФСР, Управление художественных изделий и игрушек, Мособлисполкома, Клинское объединение, елочка. Ну а что же здесь на оборотной стороне, друзья? А здесь просто столько информации, мы можем практически все узнать о глиночке. Ну опять, кто выпускал? Управление художественных изделий и игрушек, Мособлисполкома, Клинское объединение, город Высоковск, Московская область. Вот эмблема этого предприятия, елочка, упаковочный ярлык, номер не прописан, но здесь написано набор елочных украшений номер 12. Представляете, сколько их было? Это же, наверное, не последний номер. Номер 12 прозрачный. Артикул, цена 2 рубля 48 копеек. Думаю, видно, что очень важно. Дата выпуска. Здесь, друзья, четко прописано. 12 марта 1973 года. Пройдет совсем немного времени.
И игрушки глинка или каустик будут сняты полностью с производства. Потому что производство было очень хлопотное, очень затратное, очень много игрушек в процессе производства просто билось. Выпускали их из тончайшего стекла, а сама методика, технология была сложной. Это не просто раскрасить, разрисовать такую игрушку. И вот здесь написано именно какие игрушки в каком количестве находятся в этой коробке. Есть даже подпись укладчицы. Подпись, как говорится, неразборчива. Здесь какая-то букашка к нам пришла. Давай, букашка, улетай. Ну что, открываем это хрупкое стекло. Посмотрим, сколько я игрушек расколотила. Слабонервных просим удалиться. Открываем. Та-да-да-дам. А там ничего нет. Ну неужели вы подумали, что я могла вот так вот этими сокровищами тарабанить? Конечно же нет. Смотрите, вата здесь оригинальная. Все перегородочки, за исключением вот этой, тоже оригинальные. У меня сохранилась оригинальная и вот эта вот перегородочка, но ее нужно еще склеить. Я просто подумала, что будет намного интереснее, если я вместе с вами, наверное, вот так вот сделаем, согласно спецификации, а она же находится вот здесь, на обороте. Что я сделала? А я сделала вот фотографию, и теперь мы будем читать внимательно описание игрушек и наполнять нашу коробочку. Думаю, так будет намного-много более интересно. Первое. Шар номер 3 с гравировкой цветным лаком или глинкой в трех цветах. Тут буковки не хватает. 2 горизонтальных и 12 вертикальных полос. Алюминизированный. Что же это за шар? И сколько их? 4 штуки. Вот он, друзья. Вот такой вот шар. Здесь 12 вертикальных вот таких вот полосочек и 2 полоски горизонтальные. Все соответствует описанию. И вот такое вот донышко. И теперь смотрите внимательно. Видите, как она исполнена, эта игрушка? Вот здесь вот лак, а под лаком и только исключительно под лаком находится вот это вот серебрение, как мы говорим. А правильно по технологии называть это алюминизирование. Вот. И в этом и заключается вся прелесть глинки. Как это делали, я вам сейчас расскажу. Значит, таких шаров у нас 4. Вот первый. И они все вроде бы одинаковые, но все разные. Видите? Окрас. Здесь 12 полосок розовые, но вот посередине полоска здесь пошире, золотая, и донышко в другом окрасе. 1, 2, 3, друзья, и 4. Видите? Какая нежность! Как они сверкают на елке! И вот заглядывайте обязательно вовнутрь. И вы научитесь раз и навсегда, когда вам попадутся игрушки, понимать, глинка у вас в руках или нет. Если игрушка сама по себе, видите, прозрачная, а на нее нанесен узор, а только под этим узором находится серебрение, значит, у вас, друзья, в руках глиночка. Какая роскошь! Как я счастлива, что эти игрушки дошли до наших времен. Вы заметите, не совсем видно, вы заметите на следующих игрушках, что сохранились ниточки. А если, друзья, если сохранились ниточки, значит, эти игрушки были у кого-то на елке, и кто-то вот так бережно их хранил. Переходим к следующей позиции в нашей коробке. Опять шар номер 3 называется орнамент.
опять гравированный цветным лаком или глинкой, алюминизированный, разрисованный в 3 цвета. И таких шаров у нас 2. Роскошнейшие шары. Вот они какие. 2 вот таких вот шара в разном окрасе. Уже руки дрожат. Давайте я по очереди покажу вам эти шары. Кстати, редкие. Есть игрушки глинка, более редкие, менее редкие, очень-очень редкие. Есть у меня 6 сосулек редчайших, но нет у меня колокола. Была такая игрушка, глинка, колокол. Поговаривают знатоки, что сохранилось их только 2 штуки. Одна точно есть у какого-то мужчины, если я не ошибаюсь, живет он в городе Калининграде. Замечаете эту роскошь, эту нежность? И вон то серебрение там внутри шара. И серебрение совпадает только с окрасом. Как добивались такого эффекта? Как добивались? Очень коротко расскажу, потому что было 2 технологии. Глинка и каустик. Вот эти вот игрушки, вот эти вот сделаны методом каустик, потому что сложный узор. А значит как? Каустическая сода. Вначале серебрили, вот опускали в емкость весь шар, всю игрушку. И она была полностью вся посеребренная. А потом лаком наносили узор. После чего игрушку опускали в раствор каустической соды. И во всех тех местах, где не было лака, где не было рисунка, серебрение исчезало. И поэтому получали вот такой вот сказочный, друзья, эффект. Ну просто фокус. Да покажешь ты нам эту прелесть, да покажешь ты нам эту роскошь, эту нежность нам покажи. Идем, дружочки, дальше. Что у нас здесь? Позиция номер 3. Опять шар номер 3. Глазки гравированные цветным лаком или глинкой, алюминизированные глазки. И вот тут у меня вопрос. Почему? Потому что именно здесь, в этой упаковке, находились вот эти вот игрушки, глазки. Одна и вторая. Согласно атрибуции, здесь 2 вот таких вот игрушки. Но вы, конечно, обращайте внимание на блеск этого серебрения, которое излучается изнутри. Но с другой стороны, я потом вернусь к этим игрушкам и задам себе и вам вопрос. Ну, чудные, правда же чудные. Сюда, в ячеечки, в коробочку. Вот они на месте. Идем дальше. Следующая позиция. Опять шар номер 3. Овальный с кольцом. Очень важно, овальный с кольцом. Опять гравированный, 3 полосок и 4 точек цветным лаком или глинкой алюминизированный. Заметьте, здесь стоит число 3. Если мы сосчитаем 4, 2, 2, 3, 2, у нас получится, друзья, 13. А в коробке всего лишь 12 ячеек. Здесь просто опечатка. Я думаю, вот здесь должно стоять число номер 3. Смотрим, что же у нас отвечает этому описанию. Помните, шар овальный. Все равно эту игрушку называют шаром. Хотя, посмотрите, она же в форме вот такой вот слезинки, сосульки. Или как-то вот так, правда? Но все равно это идет как шар. Очень важно, с кольцом. Вот оно, друзья, кольцо. И дальше что мы читаем? Что у нас здесь 4 точки. Вот вверху 1, 2, 3 и 4 точка.
Посмотрите, загляните вовнутрь этой игрушки. Видите? Тонкое-тонкое стекло. Боже, какая прелесть. И вот второй такой же, как они говорят, шар овальный с кольцом. Ярко выраженное кольцо. И здесь очень хорошо. Игрушка поярче. И вот видите, вон оно, это серебрение алюминизированное. Вот сюда. И осталось у нас еще две игрушки. Но перед тем, как мы перейдем к этим двум игрушкам, я хотела бы вернуться еще вот к этим. У меня вот вопрос. Потому что, смотрите, вот если вот эти вот игрушечки такие вот длинненькие, здесь написано шар овальный. А вот здесь написано просто глазки, да, тра-та-та, тра-та-та. И не написано, что это шар, глазки овальные, просто глазки. Но они были в этой коробке. А есть у меня, друзья, вот такие вот еще два шара. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите на эту роскошь. Я, наверное, повторяюсь, но не повторяться здесь невозможно. А может быть, вот эти игрушки здесь были, а не вот эти. Хотя потом, с другой стороны, я так посчитала и подумала. Нет. Тут, в принципе, 6 шаров и 6 игрушек вот таких вот продолговатых. Но все равно какое-то сомнение у меня появилось. Как же описаны именно вот эти вот игрушки? Возьму вот эту вот поярче. Чем ярче цвет, тем лучше видно загадочность этих игрушек. Они описаны у нас там вот сзади следующим образом. Читаем. Шар номер 3, овальный, с гравировкой 3 полосок и 4 точек цветным лаком или глинкой. Алюминизированный. А ну-ка, сходится или нет? Овальный? Овальный, сходится. 3 полоски. Есть 3 полоски? Есть у нас 3 полоски. И 4 точки. Вы посмотрите, как описывали детально каждую игрушку. Вот что 3 полоски, что 4 точки, что вот здесь кольцо, и тоже сколько точек. Вот на этих шарах тоже сколько у нас этих полосочек вертикальных, а сколько горизонтальных, как все детально описано. Ну вот не набор, а просто какая-то сказка. Единственное, что вот все думаю, вот эти вот две игрушки, они действительно были в этой коробке или были вот такие вот шары. Но все-таки я склонна думать, что именно вот эти все игрушки, вот это, вот видите, вот здесь есть ниточка, здесь вот есть ниточка, вот здесь есть ниточка, где-то еще я видела ниточку. Эти игрушки, вот ниточка. Вы представляете, у кого-то эти игрушки были на елке. Какие же это были добрые, внимательные, аккуратные люди. Вот они, как это редко бывает, что сохранилась упаковка, и все игрушки, согласно спецификации, находятся в этой коробке. Но не заплакать невозможно. Ну просто счастье. Вот такое вот счастье есть, друзья, у меня. И поэтому я с радостью, с огромной радостью делюсь с вами вот этими вот моими хрустальными капельками счастья. Всем мира, добра и исполнения всех, друзья, всех желаний. А я вам буду дальше показывать глинку. Если, конечно, вы захотите. Пишите в комментариях, показывать, али не показывать. Но думаю, вы влюбились в глинку точно так же, как полюбила ее я. Пока-пока, друзья.